О боже, мама, мама, я схожу с ума. Он приручил эту белку, и он ее учит местному языку. И за окном так красиво, кажется, что мы просто где-то в Швейцарии. Маленький ручеек разделяет две страны. Вау! Самое легкое пересечение границы, которое было в моей жизни. The women, they like it in our It's country. sour and bitter. И никто вроде не стреляет, ничего. Очень странно тут на самом деле находиться, потому что мы на территории другой страны, без визы. Мини-харамчик. Здесь если едят, то очень много. Харампульчик. People of Ukraine is very, very good. Ласкава просама. Зор спас. Перед тем, как поехать в это путешествие, каждый раз, когда мы с Аделей представляли себе Ирак или Курдистан, нам в голову приходило все, что угодно. Все, кроме природы. А она тут, как вы видите, имеется. Всем привет! Сегодня наш 5-й день в иракском Курдистане, и вчера мы познакомились с очаровательной девушкой Дией, а сегодня вместе с ней и с ее дядей мы едем в одно уникальное место. Я уверена, нам и вам тоже там очень понравится. Бахерби! О боже, мама, мама, я схожу с ума. Юю улитка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, я не без вина. И дядя Ди, который за рулем, он учился в Украине, и поэтому всю дорогу мы слушали украинскую музыку, какие-то поп-хиты, пели песни, веселились. Короче, такого мы вообще не ожидали от нашей поездки в это необычное место, которое вы скоро увидите. В общем, мы едем уже, наверное, около часа, и за окном так красиво, кажется, что мы просто где-то в Швейцарии, везде горы. Они, конечно, не заснеженные тут, но они такие высокие, такие какие-то рельефные, столько холмов, везде уже цветут цветы, маки. В общем, и в горах намного приятнее находиться, потому что чем выше мы находимся, тем ниже температура, обдувает такой прохладный ветер, просто идеально. Нереально красиво, прям завораживающие виды, но нужно ехать дальше, потому что будет еще красивее. Hello. Wow. Вау. Мы просто проезжали, какой-то мальчик с белкой, да? Это белка была? Да, это белочка. Вау. Что за рандом просто. Бай-бай. Нам сейчас объяснили, что этот мальчик, он известный, и у него даже брали интервью, потому что он приручил эту белку, и он ее учит местному языку. Мы приехали в курдские деревни на границе с Ираном. То есть мы на самом востоке, юго-востоке Курдистана. И вот эти дома за мной, это уже Иран. Вот они, прям тут. То есть мы, по сути, почти в Иране. От Ирана нас разделяет всего лишь вот этот ручеек и небольшой контрольно-пропускной пункт справа от меня. И все. К сожалению, у нас нету визы в Иран, мы не можем туда попасть. Но просто видеть то, что другая страна находится так рядом, мне кажется, это что-то очень необычное. Мы
мы приехали в деревню, которая находится на границе с Ираном. В этой деревне очень колоритно. В первую очередь бросаются в глаза местные, потому что здесь намного больше людей, которые носят традиционную одежду. Также здесь очень много каких-то ярких лавочек со всякими украшениями, с одеждой. В общем, прям колорит-колорит. Например, зацените вот эту прекрасную шапочку. Наш новый друг сказал, что это типичная курдская тема для девушек. It's only for women, yes? Yes. Да, это только для девушек. Очень такое все цветное, с монеточками. Ну, по-моему, очень красиво. Представляете, нам купили эту штучку, потому что сказали, что мне очень идет, и это будет подарок. Этот наш друг, да. Будь ласка. Пожалуйста. Да. Ласкаво просимо. Зор спас. Так, теперь ты не так выделяешься. Среди местных? Ага. Да, по сравнению с городами это, конечно, прям сконцентрированная такая вся культура, то есть тут местные вообще просто огонь. Они все в этих нарядах ходят, вот прям абсолютно все. Ну, такого мы не видели в городах Курдистана. Мы сейчас поднимаемся на какую-то гору, где будет еще одна граница с Ираном. Устав. Мы сегодня почти ничего не ели, и Дия купила нам шоколадки. Офигеть, просто в тему, идеально. Мы пришли, куда хотели прийти. Это граница с Ираном. Маленький ручеек разделяет две страны, и мы сейчас находимся в Ираке. А вот я просто возьму, перепрыгну, и мы уже в Иране. Что, как оно там в Иране? Неплохо, неплохо, нормальненько тут. Да? Да, другая страна. Давай, иди сюда тоже. Вау! Оп. Самое легкое пересечение границы, которое было в моей жизни. И никто вроде не стреляет, ничего, нормально все. Dia, join us in Iran. Аделя, ты где находишься вообще? Я между двух миров буквально. Ты в междустране. Я между речи. Буферная зона. Прикольно так? Ну и как ощущается? Странно. Ну, Чувствуешь космополитичность некую? Конечно. Посмотрите на меня. Я космополит в собственном обличии. Ну нет, ну конечно не ощущается, что ты в другой стране, господи. Это просто... Нет, лес. нет, нет, это мы вырежем. Нужно сказать, что вообще тут просто... Вообще просто голова взрывается. О боже мой, это новая страна в моем листе посещенных стран. Йоу, на одну страну больше. И давай рэп. На одну страну больше я сегодня посетила и приехала в Иран. Йоу. Something sugar or sladký. I love everything. Okay, so... Okay, it Take looks... all of it. I think you like it. The women like it. It's super sour. Yeah. You don't like it? I don't know. The women, they like it in our It's country. sour and bitter Yeah. and refreshing, Fresh. kind of. Yeah. Okay. Take all of it. No, I'm Put good. it in your- I'm good. You can eat it. No, I don't. Because I'm a man. Dia, help me. Yeah. Yeah, then give it to me. But it seems not to be ripe, you know. Yeah, You have like wait. yeah, Ah, exactly. okay. That's it. В общем, тут ребятишки что-то кушают с дерева, мы поинтересовались, что это. У этого продукта нет перевода, но, в общем, это что-то очень такое кислое и горькое, и, как мы поняли, это еще просто, кажется, не созрело. В общем, такое вот место, такая граница. Очень, очень странно тут на самом деле находиться, потому что мы на территории другой страны, без визы. Интересно, интересно. Но будем уже отсюда идти. Потому что мы уже все проголодались, все хотим кушать, поэтому найдем какое-нибудь интересное местечко и покушаем местной еды. Я очень голодный уже, прям вообще. Я тоже. А вот тот дядечка, с которым я сфоткался там, он не захотел фоткаться с Аделей. То есть он сказал только со мной, потому что, видимо, у него есть жена. И это такой Мини-харам. мини-харамчик.
Харампульчик. Мы немножко поздно сюда приехали, поэтому большинство магазинов уже закрыты. Но мы нашли магазин, который еще открыт. Вау. Всякие шелка, платочки, еда, обувь. И все наверняка ручной работы. Тут, видимо, делают варенье просто из всего. Честно говоря, я смотрю и не понимаю, что это такое. Это что-то типа малины и вишни, наверное. Do you know what's that? No. You can check. Отказы не принимаются. Ага. Okay. This I think this is sladky. This is cherry. Cherry, yes. I think all of it is. Это, кстати, немножко кисло-сладко. Может, она уже забродила? Может быть. Мне кажется, это гранат вообще. Все же такие большие косточки. О, это очень кисло. Я все еще не понимаю, что такое. Do you know what's inside? What it's made of? No. No? Даже местные It's сами the не first знают, time. что это такое. Maybe I know this. Pomegranate. Pomegranate. Yeah? It's this? Вот так вот выглядят эти традиционные домики в этой деревне. То есть они такие какие-то многоуровневые, потому что тут такая гористая местность, и жилье тут тоже строится так по уровням. Так, мне тут подогнали, не поверите что, арафатку, которые были популярны лет, не знаю, 10 назад. У нас там везде, в Украине, в России. И здесь это популярно всегда. Здесь традициям не изменяют. Не то, что у нас, поносили и все. Что самое интересное, люди здесь до сих пор живут в домах прямо на горе. То есть это такие вот строения, которым, наверное, не знаю, сотни лет. И люди спускаются, чтобы здесь делать какой-то бизнес, продавать туристам разные украшения, одежду, еду. Очень интересно. И тут как будто бы время замерло. Не, ну место необыкновенное. Приехали покушать где-то в горах, совершенно рандомно, просто на очередном повороте на серпантине расположилось вот это вот местечко. Здесь много гирлянд. Простите. Здесь много гирлянд. Очень так симпатично, уютненько. Все уже супер голодные, хотят кушать. Пойдемте кушать. Вот это вот не картины, это закатик. The people of Ukraine is very, very good. Where you like to sit? Так, мы будем сидеть на коврах с такими подушками. Все по местным традициям. Все расселись на одном таком большом столе. Вот так вот мы сидим. И сейчас принесу сюда еду, будем все пробовать. То есть здесь и в домах, и в ресторанах, везде перед тем, как кушать, на стол накрывают вот такой целлофановый пакет, да. И, в общем, все кушают, свинячат, все это там остается, и потом просто сворачивается, выкидывается. Наверное, это мега удобно, но также это мега не экологично. Принесли кучу еды. Здесь любят изобилие еды, то есть здесь не любят, наверное, есть по чуть-чуть. Здесь, если едят, то очень много. Короче, что у нас есть? Нам принесли, значит, кебаб разных видов. Это шашлык, потом какое-то еще мясо. Курица, много
лука, много помидор, перца, огурцов. Конечно же, фасоль. Здесь фасоль очень любят. И, кстати, называется по-курски фасоль так же само, фасоль, фасоля. Вот. Очень много риса, суп, овощи. Как мы это все сидим? Я не знаю. Я, честно говоря, в растерянности не пойму, с чего начать. Столько опций, все такое заманчивое. Но вчера, кстати, у меня была небольшой тепловой удар, поэтому страшно есть все, чтобы не чувствовать себя так же плохо, как вчера. Но я буду аккуратна. In Kurdish, kaisi. I want you to taste it. It's a fruit. Блюдо, которое я сейчас держу в руках, называется кайси. Кайси, как-то так. И это очень необычное блюдо. Что это такое? Это суп, но он из абрикосов. Это суп из абрикосов, послащенный с изюмом, насколько я вижу. И я вообще не знаю, как это будет на вкус. Давайте пробовать. Вау. Это десерт, я бы даже сказал. По вкусу, как вот, если курагу сварить вот с сахаром, с медом, с изюмом, и вот это и будет это блюдо, ну вот как по мне. Очень вкусно, только я не понимаю, это десерт или нет. Is it like dessert? Main course. With rice. Вау, то есть это может использовать как такую подливу к рису, и получится рис такой немножко сладкий. Это прям мое блюдо. You don't have to eat it like... Ром, это не суп, это подлива. Eat it with the rice. It's not that kind of soup. Okay. I think if you will be alone here, Yeah, you will just drink it. For sure. And I will like it. Нам сказали, что здесь всегда заказывают очень много еды, и для нас это немножко непривычно, потому что, во-первых, мы привыкли к тому, что в Германии все очень дорого стоит, и мы бы не стали заказывать так много, и, во-вторых, для нас все еще до сих пор немного дико, что когда ты приходишь в ресторан, ты не доедаешь все, потому что этого слишком много, потому что мы думаем о том, что, ну да, это пищевые отходы, это все производилось зря, и это так жалко оставлять, но нам сказали тоже, что здесь не выкидывают эту еду, ее относят домой. То есть, получается, официанты несут ее домой, наверное, владельцы ресторана. И мне еще что-то подсказывает, что у них дома есть домашние животные, которым они это все скармливают. Например, скот. Вот, поэтому... Но мне очень все равно очень жалко отдавать еду, за которую я заплатил. Я хочу ее всю съесть. Поэтому мы тут уже сидим, и мне кажется, из-за моей жадности. Это психологический трюк. На самом деле нам не нужно столько еды. Эти ковры, это, конечно, все хорошо, но не очень удобно. Даже Ди не было очень удобно. Она говорила, что люди давно уже сидят за столом, и это все такие традиционные штучки, которые можно попробовать один раз и не больше. Нам принесли чай, очень все гостеприимный, и вот это владелец этого заведения. What did your opinion for our restaurant? I think it was really delicious food. Yes. I like the most kaisi, kaisi and kebab. Kebab was Kebabs. really Kurdish good. kebabs is very delicious. Yes, yes, yes. Çakal. Shakal. This shakal anime for chicken. Ага. For chicken. So many. Они там громко кричат. Тут, короче, водятся шакалы, и вот сейчас послышались какие-то странные дикие звуки. Это они. Их там так много, судя по звукам, жуть. Это реально шакалы просто в лесу там где-то бегают. Офигеть просто. И вот они кричали, и в один миг просто все замолчали одновременно. Птичка. То есть этот мальчик с белкой, это местная знаменитость. Он на ютубе, в тиктоке, и мы его просто встретили на улице. То есть он натренировал белку. Как вообще возможно?
عجب حال و هوایی داره غربت عجب حال و هوایی داره غربت کنم از دست تنهای شکایت کنم از دست تنهای شکایت. Я в Иране. А я в Ираке. Теперь я в Иране. А я в Ираке. Вау!